Дорогие друзья, угадайте загадку. Что могло бы увлечь зумера из 90-х на пару часов, а современный зумер выкинул бы это через 2 минуты в помойку? Да, мы говорим о консолях, точнее сказать, портативных электронных игрушках из 90-х. Помните, там волк и яйца, тетрисы, тамагочи? И сегодня мы с вами вспомним именно об этом. 3 культовые электронные игрушки из 90-х. А 3, потому что больше их и не было. Ну подожди, может подписчики что-то вспомнят? Ну а мы погнали, вспомним, что ж там такое было. Электроника. Самая простая из электронных игрушек — это, конечно же, ну погоди от Электроника. Да, в интернете уже 1000 раз разжевали, что это клон японской игры Egg, которых было, кстати, 2 вида. Одна с Микки Маусом по лицензии Disney, а вторая, ну, вот с таким вот волком. Тоже с волком, заметьте. Оригинал в Японии вышел в 81 году, а советский клон вышел в 84 году. И выпустил его НИИ точного приборостроения и завод Ангстрем. Оба предприятия входили в НПО Электроника. Игра была совершенно примитивная, но на заре 90-х и даже в конце 80-х вызывала дикий восторг. Ну, просто потому, что больше ничего такого электронного пощупать нам не доводилось. Волк ловил яйца, яйца падали все быстрее, становилось все сложнее. И, например, я с трудом набирала больше 100 очков. А ходили слухи, что если набрать 1000 очков, то покажут мультик прямо на этой консоли. Ну, бред, конечно, это невозможно тупо по техническим причинам. Однако, время от времени мы играли в эту игру. Хотя, во второй половине 90-х она уже просто стояла на столе как часы. Потому что появились гораздо более крутые электронные развлекухи. Тамагочи. Боже, как же мы все мечтали о Тамагочи, когда он только появился. В Японии он появился в 96-м году, в Америке в 97-м, а у нас, ну, наверное, в 98-м. Кстати, Тамагочи происходит от японского слова «тамаго», что переводится как «яйцо». Это симулятор домашнего питомца. И когда у первых девочек во дворе появились эти тамагочи, я просто истекала завистью, потому что тоже хотела себе такого. Но родители мне его не покупали, потому что прочитали где-то в газете, что тамагочи делает молодежь черствее. Дескать, научусь я восстанавливать виртуального котенка, и мне будет также наплевать на реального котенка. Кстати, к слову, мне никогда не было наплевать на виртуального котенка. Мне его было жалко. Честно признаться, наверное, пришло время сделать камин-аут, но мой тамагочи появился у меня, потому что я его скоммуниздила. Да, кто-то в школе забыл на парте свой тамагочи, я проходила мимо и решила, что он мне гораздо нужнее. Если прошлому хозяину станет легче, я о нем заботилась до конца. Не горжусь этим и осуждаю всячески. Но тогда вот повелась на такую слабость. И, конечно же, я с удовольствием выращивал своего цыпленка. Раньше в Тамагочи можно было выбрать парочку персонажей, хотя сейчас на Алиэкспрессе продаются модели, в которых можно выбрать миллиард персонажей. И вместо цыпленка даже выращивать маленького Наруто, например. Интересно, есть Тамагочи, где можно выращивать маленького Анимакса? Я не маленький! Колечки в воде. Эту главу мне попросил вставить Анимакс, потому что он вспомнил про такие небольшие портативные игрушки, в которых была налита вода, и нужно было нажимать кнопки, чтобы закидывать колечки на какие-то пики точеные. Честно говоря, я видела такие штуки, но никогда в них не играла. Скорее всего, у Анимакса было очень тяжелое детство. Но раз он попросил, я вставила. Помните такие? Тетрис. Но самой крутой электронной игрушкой в кармане был, конечно же, Тетрис. Вернее, игра Brick Game. Ну, ее называли Тетрис, потому что первые модели содержали только Тетрис. В более поздних были другие игры, сегодня мы, кстати, их посмотрим. Но, тем не менее, продавались они в основном под брендом Brick Games. Трудно сказать, кто первым их начал производить, но начали их производить в Тайване и Китае еще в конце 80-х. Самой массовой в России была поставка китайской фирмы Сюбар. И да, это была игра, в которую играли не ради графона. Странно, что я играла, я вообще не воспринимаю игры без нормального графона. Игра была простая, примитивная, и правила не нужно было объяснять. Потыкал кнопки и все понял. Сами хэндхелды славились своей живучестью. Когда мы проигрывали, мы кидали их в стену. Если кто-то положил на стул, мы могли сесть своей попой. Да и они просто падали со стола, и ничего не случалось. Вот это надежность. Попробуйте уронить со стола Nintendo Switch. Не пробуйте, вредные опасные действия. Легендой стал звук этих приставок. Слышали мы его нечасто, потому что как только ты включаешь приставку дома, раздается оглушительный пищащий звук, и мама прибегает дать тебе по ушам, чтобы ты выключила эту фигню.
Заткнись, Нейт, окей? Не дай боже включить звук на переменке. Или тем более на уроке. Или в автобусе. Не-не-не. Эти приставки, как телефон, всегда у нас находились в беззвучном режиме. Помимо прочего, эти приставки были своего рода пауэрбанком. Потому что если ты едешь в дороге, слушаешь плеер, и у тебя в плеере садятся батарейки, то всегда был под рукой донор. Из Тетриса можно было вынуть 2 пальчиковые батарейки и зарядить их в плеер. Миллениалы не дадут соврать, в доме всегда есть пульт от телека. Так что свои пауэрбанки у нас тоже были. При выборе Тетриса часто наши родители, а тем более бабушки, которые хотели порадовать внучка, обращали самое пристальное внимание на надпись 999 игр в одном. Или 9999 игр в одном. Батюшки, внучок же сможет играть всю свою жизнь на одной этой приставке. Интересно, сколько надо было бы потратить время, чтобы познакомиться с каждой игрой хотя бы по паре минут? Есть математики в чате, рассчитайте. Помните, я упоминала про мультик на приставке Электроника? Так вот, про Тетрисы ходили точно такие же байки. Городская легенда гласила, что есть определенная комбинация клавиш, которая позволяет либо посмотреть мультик, либо открыть какие-то игры, которых нету в этом Тетрисе. К слову, на самом деле я видела видосы, где чуваки на ютубе разблокируют дополнительные игры, потому что там одна ROM-микросхема и, скорее всего, для всех моделей одинаковая. Но насчет мультика, конечно, это был бред. Хотя... Кто-нибудь пробовал на ней вводить код Konami? Ну, в чем точно было преимущество этих старых добрых handheld'ов, это в том, что там не было ни доната, ни рекламы. Хотя, зная, как Анимакс любит депать в игры, скорее всего, он найдет способ депнуть и в Тетрис, чтобы открыть дополнительные фигуры. Зная Тетрис, я бы скорее донатил, чтобы закрыть дополнительные фигуры. Например, вот эту корявую штуку. Ну а теперь, друзья мои, предлагаю вам погрузиться в ностальгию с головой и вспомнить, какие же игры были на этих Тетрисах. Если я что-то не упомянула, не забудьте дополнить мой рассказ в комментариях под видео. Новинка от Кельнерина. Газировка, придуманная искусственным интеллектом специально для тебя. Кельнеринская. Яркий вкус и аромат, да-да, термопасты. Освежает голову, не перегревает процессор. Нежнейшие пузырьки, цифровое вдохновение и никакого сахара. Попробуй. Что ж, для начала предлагаю вспомнить, с каким звуком включался этот Тетрис. Далее нас встречало приветливое меню, в котором мы могли выбирать игры. В разных моделях оно было разное, но суть примерно такая. Можно поменять скорость, уровень, ну и саму игру выбрать. В зависимости от уровня и скорости, разумеется, игра усложнялась. Давайте посмотрим на сами игры, которые были у нас. Танчики. В этой игре нужно было просто кататься из стороны в сторону и стрелять в вражеские танки. На сложности 1 вражеские танки практически не оказывали сопротивления, и выносить их было довольно легко. Но если увеличить уровень, то танки уже активно гоняли и стреляли. Средний танчик, который самый активный, это, конечно же, я. Арканоид. Классический арканоид, в котором нужно отбивать своей ракеткой шарик, в данном случае кубик. Было бы забавно посмотреть, кстати, как играет теннис с помощью кубика, желательно Рубика. С помощью кнопки можно было ускорять процесс. Ну, в общем, траектория здесь была всегда одинаковая, по диагонали. И как ни старайся, шарик никуда больше отскочить не мог. Гонки. Настоящие гонки, полные адреналина. Едешь на машине, объезжаешь машины справа и слева. И все, в общем-то. Ну, на медленной скорости это кажется очень просто. Если скорость увеличить, то будет гораздо сложнее. Да, можно было газовать, вот как вы видите, я подгазовываю чуть-чуть. Извините за качество звука в эмуляторе, это эмулятор для Android, но, тем не менее, представление об игре мы получаем. Галактика. Так называла я эту игру. Как она называется на самом деле, черт его знает, потому что названий у игр не было. Задача очень простая. Летишь и стреляешь. Вернее, ты стоишь на месте, а может быть ты и летишь, и на тебя надвигается гора какого-то космического мусора. В общем, летишь и расстреливаешь. Да, примерно так это все и работало. Весело, что капец. Правда, друзья? Змейка, не нуждающаяся в представлении игра с Nokia 3310. Ладно, на самом деле эта игра, по-моему, существовала на всех возможных
платформах, и на MS-DOS, и на приставках, и на часах даже, и даже, наверное, на тесте для беременности. В общем, классическая змейка... Ой, да, вы поняли. Как я назвал эту игру, Ice Climber. Задача мигающим квадратиком добраться до верха и встать в линию. Можно попасть в тупиковую ситуацию и тебя прижмет. Наша задача выстроить сверху целую линию. И как видите, я пытаюсь, и у меня даже немножко иногда местами получается. Почему Ice Climber? Ну, потому что на Денди была игра Ice Climber. Ранее она была еще на аркадных автоматах, ну, конечно, в Америке я этого не видела. Там нужно было забраться на вершину горы, играя за двух эскимосов. В общем, суть примерно та же самая. Потому я так ее и назвала. Галактика с опасными падающими вражескими снарядами. Не сказать, что они как-то сильно опасные, хотя на большой скорости действительно они доставляли неудобства. Но, как видите, на простой скорости, хотя с каждым уровнем она растет, я довольно-таки хорошо справляюсь. Собственно, наверное, это была одна из самых таких веселых игр на этой портативной консоли. И у меня даже начинает что-то получаться. Ну, собственно, классический Тетрис. Начинаем мы, как видите, уже с 4-го уровня, то есть у нас уже внизу мусор какой-то имеется, и его нужно убрать. Про Тетрис даже не знаю, что вам рассказать. Чемпионкой мира по Тетрису я никогда не была. И играла в него достаточно посредственно. Но это занятие могло действительно затянуть на какое-то время. И в качестве таймкиллера поиграть можно было. Также были разные тетрисы, типа со сдвигом поля. И тетрис со странными фигурами. Нет, ну вы только посмотрите, что это, Z? Это Z? Что происходит в этом тетрисе? В общем, что это за фигура? Самые отвратительные и ужасные фигуры, какие можно придумать, были вот в этой версии. Куда это все укладывать, понятия не имею. Как в это можно играть? Интересно, вообще кто-нибудь проходил это хотя бы до какого-нибудь 3-го уровня? Помню, где-то читала, что это называется Тетрис с фигурами из 5 квадратиков. Если вы не обратили внимания, то в классическом Тетрисе все фигуры состоят из 4 квадратиков. Строго из 4 квадратиков. А здесь вот видите, есть из 3, а есть из 5. Вот это что? Что это? Ну слушайте, нет, тут есть удачное место. В общем, вот это то, за что Анимакс готов был заплатить донат, чтобы такие фигуры на него больше никогда не сваливались. И в общем-то на этом практически и заканчивается многообразие игр приставки Brick Games. Существовали еще какие-то, но не могу сейчас их вспомнить. Если кто-то вспомнит из вас, пишите в комментарии, я с удовольствием их читаю и лайкаю ваши комментарии. А также, друзья, не забывайте, что в Telegram вы можете прислать нам фан-арт, а еще вы там можете узнать, про что будет новая серия. И я там даже кружки вам отправляю, если вы не заметили. Так что подписка на Telegram обязательно, ссылочка в описании. Ну а я хочу с вами попрощаться и сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. И, конечно, отдельное спасибо Максу Краснянскому за поддержку на еду, инвестору нашего маленького скромного проекта. С вами была Нинель. Скоро я вернусь из Тибета. Вы не знали, что я в Тибете? Ну это потому, что вы на Телеграм не подписаны. И мы будем с вами видеться чаще. Ну а следующим вы, наверное, увидите Владлена с его ретро-компьютером. Вижу, он вам понравился. Прощаюсь с вами, друзья. До встречи. Пока-пока. Танцуй со мной, доставай до потолка и руку и ногой.